Что такое общенациональная забастовка? Общенациональная забастовка была объявлена экс-кандидатом в президенты и лидером оппозиции Светланой Тихановской 26 октября и продолжается до сих пор. Что же это такое? Строго говоря, это не забастовка, а политическая стачка, демонстративный политический акт. Начиная с 26 октября практически каждый день от 1 до 3-4 человек различных предприятий Беларуси уходят в стачку. Выглядит этот уход следующим образом. Работник пишет заявление на имя руководства предприятия о том, что прекращает работу, фотографирует его вместе со служебным удостоверением и высылает негосударственным СМИ или телеграм-каналам. Иногда снимает короткий видеоролик с рассказом о случившемся. С этого момента он в стачке. Я, Коляда Людмила Викторовна, работник ОАО «Полоцк стекловолокно», ткач 4 разряда, цеха номер 9. Стаж работ более 10 лет. Я заявляю, что сегодня присоединяюсь к общенациональной стачке и не выхожу на работу 4 декабря 2020 года в смену с 7:00 до 15:00 и далее по графику, до выполнения всенародных требований, потому что больше не могу смотреть на происходящее насилие в отношении мирных граждан. Но я верю, что невероятные белорусы обязательно победят. Поскольку заявление пишется в вольной форме, детали могут отличаться. Обычно, так или иначе, речь идет о бессрочном прекращении работы до отставки Лукашенко. Реальных требований, выражающих интересы работников страны, нет. Лишь изредка озвучиваются экономические требования. Но обязательно вместе с требованиями отставки Лукашенко и новых выборов. Именно отставка и новые выборы – главные требования стачки. По данным Белорусского независимого профсоюза, на начало декабря к общенациональной забастовке присоединилось около 200 человек. Большинство из них работало на нескольких крупных государственных предприятиях, таких как Беларусь-Калий, Нафтан, Белорусский металлургический завод, Гродно-Азот, хотя встречались и экзотические варианты вроде одиночного ухода в стачку школьного учителя. О случаях присоединения работников частных предприятий ничего не известно. Лишь несколько частных предприятий из сферы услуг остановили работу в день начала общенациональной забастовки 26 октября, но по воле владельцев бизнеса, формально по техническим причинам. И на следующий день они возобновили работу. Что происходит с людьми, ушедшими в стачку? Обычно их увольняют за прогулы. Штаб Светланы Тихановской обещает им в этом случае денежную компенсацию в размере заработка за 3 месяца и продуктовый паёк. Заявляется, что созданные для этой цели фонды собрали уже несколько миллионов долларов. Известны также случаи, когда люди временно прекращали работу, уходя в неоплачиваемый отпуск или на больничный. Призывая к началу забастовки, Светлана Тихановская говорила: «Остановим все, чтобы показать, нас не остановить». Спустя 2 месяца мы можем сказать, что в итоге не остановилось ни одно предприятие, а несколько сотен человек лишились работы. Невероятные белорусы уходят в стачку, а по сути увольняются с производства, избирая путь самураев. А ради чего и кого все это нужно? Важно понимать, что наша борьба – долгий и основательный процесс, и вместо единоличного акта увольнения нужно вести работу с коллегами, создавать на их базе объединения и союзы. Стачечники могли бы не поддаваться эмоциям, а создать или усилить уже имеющуюся ячейку независимого профсоюза, распространять и вести агитацию на своих предприятиях, делать все, чтобы мы, трудящиеся, стали действительной силой, а не чьим-то инструментом.